Привет, мои хорошие! Добро пожаловать ко мне на YouTube-канал. Сегодня у нас следующий урок, где мы разбираем наши главные 5 правил, как начинать нашу диету. Потом мы будем с вами еще разбирать весь процесс. Итак, поехали! Быстро перечислим наши 5 правил. Первое – это достаточная мотивация. Второе – это недельный график. Третье – это диета. Четвертое – фитнес-программа. И пятое – это наши опции. Итак, сегодня я вам рассказываю о третьем пункте – это диета. Первое, что вам нужно, это посмотреть мое видео, как подсчитывать свое БЖУ, свои макросы, чтобы знать точно, какая ваша норма. А также можно сделать еще легче. Это посчитать, что вы едите 3 дня подряд и просто уменьшить употребляемое на 10-15%. Проверяя вес раз в неделю, как только вес задержался, застыл, не идет вниз, тогда можно рассчитать и убрать еще 10-15% с вашего дневного рациона. Но лучше все-таки открыть мое видео, посчитать свое БЖУ на свой идеальный вес, который вы хотите видеть у себя на весах, и начинать диету. Итак, девчонки, ваша диета. Если же вы делаете ее сами, здесь существует несколько вариантов начала вашей диеты. Первый вариант – это открыть мое главное видео, как подсчитывать свое БЖУ, и подсчитать свое БЖУ и свою калорийность на ваш вес. И знать, что, уходя в дефицит, на 10-15% вы будете сбрасывать вес. Вы будете постепенно идти в свою идеальную форму. Второй же вариант – это когда вы знаете, что вы не будете сидеть, открывать, считать. Каждый из нас разный, кто-то просто не будет этого делать. Закажите себе персональную диету. Она не стоит много, но она вас изменит. Диета – это самое главное в процессе вашего изменения. Если не будет диеты, все остальное будет хромать. Если не будет диеты, вы не добьетесь вашего настоящего желаемого результата. Ну вот, все, у вас есть диета. То есть первым способом вы это сделали или вторым? То есть вы знаете свое БЖУ и свой калораж. Девчонки, можно сконцентрироваться конкретно на БЖУ и следить за белками, жирами, углеводами, или же конкретно на калораже. Когда вы на калориях, когда вы подсчитываете свои калории и уходите в дефицит, тогда у вас, не считая, не следя за вашим БЖУ, то есть белки, жиры, углеводы, у вас будет другое качество тела. Вы будете в дефиците, вы, возможно, будете худеть, но не придерживаясь правильного БЖУ, качество тела, такого желаемого, как вы хотите, возможно, вы не добьетесь. Поэтому БЖУ и калорийность должна учитываться. Первый способ придерживаться вашего правильного БЖУ и калорийности – это расписать себе ваш дневной рацион питания или же продукты на целый день. Потом можете их менять местами, например, яблоки не утром, а вечером, или же рис не с утра, а на ночь. То есть вы можете это варьировать, но продукты в день должны оставаться такими же. И в итоге, когда у вас вес застывает, вы просто еще убираете понемножку. Например, если у вас всегда было килограмм риса, ну простите, ну, например, если у вас было 600 грамм риса в день постоянно, больше других углеводов, там, овсянки и всего остального вы не кушаете, и вы разбили его по 3 приема, по 200 грамм в готовом виде, да, то потом в будущем, когда вы захотите убрать свой калораж, урезать его на немножко, вы просто убираете, например, еще 100 грамм риса. В итоге получается 500 грамм на день, и вы уже кушаете 200, 200, 100. То есть вы уже убрали свою калорийность, но при этом продукты остаются те же. Еще очень сильно контролируем ваши соусы и добавки, потому что даже в ложечке масла может содержаться около 100 калорий. Поэтому соусы очень важно. Если вы начали с одинаковым приемом по 3 чайных ложки оливкового масла в день, продолжаем. Когда вам нужно будет урезать, тогда уже урезаем. И это будет легко контролировать. Это самый легкий способ контролировать ваш прием БЖУ и калорий на день. Есть еще другой способ. Это наши программы.
или же персональный тренер. Возможно контролировать самостоятельно, но не по известному графику, дневной рацион и бла-бла, контролирую и убираю, что нужно будет в будущем. А возможно вариация, то есть если вы знаете свое БЖУ, свою калорийность, вы просто открываете, грузите себе какую-то из программ, которая подсчитывает БЖУ и калории, и вбиваете все, что вы едите на протяжении дня в эту программу. Я использую, например, MyFitnessPal. Я обожаю эту программу. Кстати, в моем курсе я вам более подробно расскажу, что нужно учитывать, что не нужно учитывать в этой программе, как быстро себе высчитывать наше БЖУ, чтобы не тратить много времени. Все мы заняты, правильно? То есть я вам все подробно в моем курсе рассказываю вообще на пальчиках преподношу, чтобы нам, девочки, было все понятно, и мы добились быстренько нашего результата. Поэтому, девчонки, MyFitnessPal или это Fat Secret программа или другие любые программы вы скачиваете себе в телефон и контролируете. Ну и третий вариант – это уже диетолог или же тренер, который приписал вам диету, и уже глядя на вас, на ваши изменения, он контролирует ваши изменения в диете. То есть это третий вариант. Но так как у нас есть и первый вариант, который можно попробовать, у нас есть второй вариант, это наши программы, у нас есть третий вариант, это возьмите себе персонального тренера или диетолога, кстати, я здесь тоже, и закажите свою персональную диету или же персональную фитнес-программу. То, что нужно именно вам, где будет учитываться ваш вес, ваш метаболизм, ваш возраст, ваша группа крови, ваши аллергии. То есть все будет высчитано, ваши потребности. Возможно, вы мед каждый день кушаете. Анечка, привет. У меня девочки худеют даже на меде. Или же вы дня без сыра не можете прожить. Понимаете, каждый из нас разный. Я ни дня не могу прожить, чтобы просто взять тарелку кешью и скушать ее. Поэтому я все учитываю. Я создаю диету персонально для моих девочек, чтобы вы обязательно менялись в кайф и без всяких срывов, с комфортом для себя. И кушали каждый день все, что хотели, не срываясь никогда. А если сорвались, то кайфанули, улыбнулись, проснулись и дальше продолжили диету. И в итоге все равно вовремя добились вашего результата. Тогда, когда и запланировано. Поэтому, девочки, подведем итог. Есть 3 варианта, как взять и сделать себе диету. Первое. В любом случае вам нужно, чтобы или же вы рассчитали ваши БЖУ и калорийность, или же кто-то, профессионал, диетолог, тренер, тот, кто знает, как рассчитывать. Вот здесь, кстати, ссылочка, где можно заказать ваши персональные диеты, обязательно от профессионала. Рассчитали наши БЖУ. Второе – это диета, это дневной график или дневной список продуктов, что вы можете кушать в течение на протяжении целого дня. Не нужно идти во все тяжкие, страдать без еды, без своих читмилов, без ничего, без любого наслаждения. Для меня еда – это наслаждение. Не нужно себя ущемлять в чем-то, чего действительно хочется. Нужно жить, наслаждаться, но знать, как выходить правильно из диеты, как вступать в диету, как меняться с кайфом для себя. Девчонки, я вам желаю всем классного изменения. Мы подвели итоги. В любом случае вам нужно взять, сделать себе диету, БЖУ, калорийность, сделать себе график на целый день, что вы можете кушать с утра, обед, вечером, или же список продуктов. И третье – это или же делать профицит, дефицит вашего баланса и в зависимости от этого меняться. То ли хотите вы набрать, то ли же вы хотите похудеть, но в итоге вы все равно добьетесь своего результата. И последнее, это вы должны это же контролировать свой прогресс. То ли же в зависимости от того, как вы меняетесь, и вы или же урезаете, или же поднимаете свой колораж, БЖУ, да, белки, жиры, углеводы, или же вы остаетесь в балансе, но в итоге вы контролируете. И когда вы будете или же переедать, или же не доедать, вы будете чувствовать и понимать, почему вы похудели, почему вы потолстели, вы научитесь понимать и любить свое тело. Вы никогда не будете больше страдать, когда вы будете знать свою дневную норму, свой дневной баланс. Девчонки, еще более подробно я вам расскажу и о читмилах, и о продуктах с высоким и с низким гликемическим индексом, о содиуме, о витаминах, о всем
у меня более подробно на моем курсе, так что подписываемся, заходим ко мне на веб-сайт. Самый последний пункт читаем, регистрируемся и начинаем трансформироваться вместе, девчонки. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, с диетой теперь тоже все понятно. Еще раз повторю, все линки, все описание под видео внизу, так что переходим, почитываем свое БЖУ самостоятельно, уверена, вы сможете сделать это самостоятельно. Если же все-таки у вас возникнут вопросы, все вопросики задаем в комменте, я вам более подробно расскажу, напомню, как все высчитывается, где же дефицит, где же профицит, как же держать баланс, как же продолжать. Объясню, донесу, девчонки, только чтобы вам было комфортно меняться. Или же второй вариант – это заказываем себе персональную диету и меняемся, наконец-то. Не живите по синдрому отложенной жизни. Вот я завтра сделаю, я послезавтра, все, с понедельника начну. Начните радоваться сейчас, вот прямо сейчас. Не отлаживайте свое счастье, радуйтесь, девчонки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставим лайк, если понравилось. Подписываемся ко мне на YouTube-канал. И я с вами увижусь очень-очень скоро с моими следующими видео. 4-е, 5-е правило еще должны разобрать до конца. Обязательно вам запишу 3 дня тренировочки, чтобы вы поддерживали себя в форме постоянно. И, девчонки, увидимся очень скоро.